Приветствую, меня зовут Евгений Маслов. Вы слушаете радио Вашингтон. Это подкаст «Американский фокус», где мы знакомим вас с новостями из США за прошедшую неделю. Сегодня в подкасте. Новый ультиматум Москве. Вашингтон теряет терпение и дает Кремлю 10 дней на поиск мирного урегулирования в Украине. Очередные российские атаки по Киеву на этой неделе стали одними из самых массированных за последнее время. Их жертвами стали десятки человек. Ядерная дипломатия в социальных сетях. Пикировка Дональда Трампа и Дмитрия Медведева выходит на новый атомный уровень. Вынужденный компромисс, тарифная сделка между Брюсселем и Вашингтоном. Кто в выигрыше? Богач-бедняк, фаворит нью-йоркских либералов на выборах в мэры, социалист Захран Мамдани, удивил нью-йоркцев роскошной свадьбой в родной Уганде. Дональд Трамп на этой неделе заявил, что сокращает ультиматум Москве. Если ранее он говорил о 50 днях, то теперь предупреждает: у России осталось 10 дней, чтобы прекратить войну с Украиной. Трамп при этом заявил, что не питает иллюзий, цитата: «Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, по всей видимости, хочет продолжать войну». На слова о новом дедлайне Кремль ответил новыми бомбардировками мирных городов Украины. С подробностями Ксения Туркова. В пятницу количество погибших в результате ракетного удара по Киеву в ночь на 31 июля возросло до 31 человека. За ночь спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Святошинском районе тела еще более 10 погибших, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Среди погибших 5 детей, а среди пострадавших 16. Киевские власти отмечают, что эта атака стала самой большой по количеству раненых детей с начала полномасштабного вторжения России. В Святошинском районе один из ударов пришелся по жилой многоэтажке, был разрушен целый подъезд. Под завалами, в частности, погиб врач-невролог Роман Москаленко. Об этом сообщили представители медицинской сети «Добробут». Российская ракета попала в дом, где жил Роман. Вчера целый день родные, близкие, коллеги Романа надеялись на чудо. Верили, что еще найдется живым, но ночью спасатели достали его тело из-под завалов. Роману Москаленко было 39 лет, говорится в сообщении. Всего в украинской столице пострадали более 100 объектов: жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и университет. 1 августа в Киеве объявили днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки. Дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Мобс прокомментировала очередную массированную атаку России на Киев, отметив, что таким образом глава Кремля Владимир Путин испытывает терпение Америки. Об этом она написала в соцсети X. Киев подвергается массированной атаке дронов. Не сомневайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решительность и силу Америки. Мы не можем демонстрировать беспомощность, подчеркнула она. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за июль россияне применили против Украины более 9 тысяч средств воздушного нападения различных видов, в том числе более 5 тысяч управляемых авиационных бомб, около 4 тысяч шахедов, почти 260 ракет различных типов. Остановить это можно только вместе. Америка, Европа, другие глобальные игроки. Каждое наше взаимодействие важно, каждый день важен, подчеркнул Зеленский. Он также отметил, что украинская власть видит и поддерживает усилия президента Дональда Трампа по прекращению российской войны и достижению достойного и прочного мира. Российскую сторону Зеленский призвал перейти от обмена заявлениями и встречами на техническом уровне к более серьезным шагам. Цитата: «Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время». Конец цитаты. Ксения Туркова, радио Вашингтон. Вашингтон на этой неделе в ответ на бомбардировки мирных городов не ограничился сокращением срока ультиматума Москве. Белый дом пригрозил Кремлю и новыми санкциями в качестве ответа на продолжение агрессии против Украины. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что речь может идти о санкциях против банковского сектора, подчеркнув при этом, что Вашингтон продолжает активные переговоры с Москвой. Наш вашингтонский корреспондент Алексей Горбачев продолжит тему. Президент Дональд Трамп в четверг прокомментировал продолжение российской агрессии против Украины. В результате атак Москвы в стране практически ежедневно гибнут мирные жители. Россия думает отвратительно, что они делают. Трамп также вновь заявил, что введет новые санкции против путинского режима и сообщил, что снова направляет своего специального посланника Стива Уиткофа в Россию, хотя последняя его поездка не принесла результатов. В четверг, 31 июля, госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio признал, что на этой неделе администрация США вела секретные переговоры с Россией,
Не с Путиным, но с некоторыми из его ближайших людей, сказал Рубио. Давайте послушаем цитату госсекретаря США. Больше всего президента раздражает то, что у него сначала проходят отличные телефонные разговоры, в ходе которых все вроде бы соглашаются. Да, мы хотели бы, чтобы все это закончилось, если найдется какой-то путь вперед. А потом он включает новости и видит, что очередной город подвергся бомбардировке, в том числе и те города, которые находятся далеко от линии фронта. В какой-то момент ему придется принять решение, насколько вообще стоит продолжать попытки добиться прекращения огня, если одна из сторон в этом просто не заинтересована. У президента есть множество вариантов. У него есть возможность, как все знают, ввести вторичные санкции на продажу российской нефти, а это огромная часть доходов России. Есть и банковские санкции, секторальные, которые тоже были бы весьма мощными. Но опять же, мы надеемся избежать этого пути и найти способ, как добиться прекращения боевых действий. Мы считаем, что это наилучший путь вперед, но мы открыты и к другим вариантам. Однако лучший путь — это чтобы перестали стрелять и начали говорить. Пока, по крайней мере, с нашей точки зрения, мы не видим с российской стороны искреннего стремления к достижению этой цели. Это была цитата госсекретаря США Марко Рубио. Чиновники администрации Трампа не выразили уверенности, что нынешние контакты с Москвой окажутся более продуктивными, пишет издание New York Times в статье 1 августа. Сам Трамп, ранее убежденный в действенности экономических санкций, дважды на этой неделе заявил, что Путин, похоже, невосприимчив к ним. Тем не менее, Трамп, который уже 180 дней занимает пост президента США, кардинально сменил тон в отношении России. В начале своего срока он сомневался, действительно ли Россия является агрессором в Украине, и намекал, что это сами украинцы виноваты в своих бедах. Его скандальная ссора с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале закончилась временным прекращением помощи украинским вооруженным силам. Министр обороны США Пит Хексет заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Это был разворот по сравнению с официальной американской позицией. Вице-президент США Джей Ди Венс выступал против поставок оружия Украине. Теперь произошел очевидный разворот, хотя Трамп это публично не признает. Он больше не пытается использовать свои прежние теплые отношения с Путиным для достижения договоренностей. Наоборот, он открыто выражает разочарование тем, что после каждого разговора о перемирии следует новая волна атак дронов и ракет со стороны России. В понедельник Трамп объявил, что даст России 10-12 дней на прекращение войны, прежде чем введет санкции и, возможно, вторичные тарифы, то есть санкции против стран, торгующих с Россией. Однако остаются сомнения, насколько далеко он готов зайти в применение вторичных санкций. Это означало бы экономические угрозы Китаю, Индии и Турции, трем главным покупателям российской нефти и газа. Но эти страны важны для интересов США, и Трампу, возможно, понадобится их благосклонность в будущем. Кроме того, трудно представить, что Си Цзиньпинь, китайский лидер, откажется от поддержки Путина, его ключевого союзника в противостоянии США. Российские чиновники, обычно считающиеся говорящими от имени Путина, тем временем отмахиваются от угроз Трампа. В российских СМИ его изображают как непоследовательного и непредсказуемого политика. Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, открыто иронизирует над Трампом. 50 дней, было раньше и 24 часа было, и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов. Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО. Демократы же утверждают, что у Трампа есть и другие варианты. Он мог бы напрямую передать военную помощь Украине, как это делал Конгресс при Байдене. Сейчас у Трампа есть сложный план – продавать оружие и технологии странам Европы, чтобы те уже передавали их Украине. Ранее Трамп заявлял, что сможет закончить войну за 24 часа, если просто переговорит с Путиным лично. Но теперь, по мере роста его раздражения, возникают вопросы, есть ли у США рычаги давления на Москву и готов ли Трамп ими воспользоваться. Алексей Горбачев специально для Радио Вашингтон. И еще в продолжение темы. Пикировка между Вашингтоном и Москвой вновь перекинулась на этой неделе в социальные медиа, где президент США Дональд Трамп и бывший президент
России Дмитрий Медведев перешли на личности. Медведев, известный своей активностью в социальных сетях, в начале недели прокомментировал требования Трампа приступить к мирному урегулированию войны в Украине в течение 10 дней, заявив, цитата, «каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне, не между Россией и Украиной, а его собственной страной». Дональд Трамп в ходе прежней перепалки с Медведевым уже называл его провалившимся экс-президентом и советовал, чтобы тот следил за своими словами. В пятницу, реагируя на очередные высказывания Медведева в соцсетях, Трамп на своей странице в Truth Social сообщил, что направит 2 американские атомные подводные лодки в соответствующие регионы в ответ на риторические угрозы. На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне зампредседателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить 2 атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти безрассудные подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами. Слова имеют большое значение и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в данном случае этого не произойдет. В отношениях США и Евросоюза на тарифном фронте на этой неделе произошел прорыв. Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с ЕС по тарифной политике. Сам американский президент назвал соглашение справедливым и сбалансированным. В Европе договоренности считают скорее вынужденным компромиссом. При этом в Брюсселе не скрывают, диалог был непростым, но и ставки были высоки. От результатов переговоров зависело общее состояние трансатлантических отношений в условиях усиливающейся конкуренции с Китаем. Эксперты, тем не менее, предупреждают, что за красивыми формулировками могут скрываться уступки, которые ударят по интересам отдельных отраслей. Тему продолжит автор телеграм-канала «Брюссель подслушано» Валентина Васильева. Сделку по тарифам в Еврокомиссии называют пилюлей, которую необходимо проглотить, чтобы избежать торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем. После долгих месяцев переговоров на личной встрече в Шотландии Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен наконец пришли к соглашению. На большинство европейских товаров, ввозимых в США, тариф будет 15%, а на американскую продукцию, ввозимую в Европу, 0%. Для ЕС это хуже, чем то, что было при Байдене. Тогда средний тариф на европейские товары составлял 4,8%, но лучше, чем то, что могло бы быть при Трампе. С 1 августа он грозил ввести 30% пошлины на всю европейскую продукцию. Достигнутая договоренность – это облегчение для ЕС, заявил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл. Это значит, что с завтрашнего дня у нас будет немедленное облегчение по вопросу тарифов, над чем мы усердно работали. И это дает более стабильную и предсказуемую позицию для европейского бизнеса и европейских потребителей. США приняли на себя эти обязательства, и теперь задача США выполнить их. Мяч на их стороне. Но ряд вопросов по-прежнему остается. Например, что будет с 50% тарифами на европейский алюминий и сталь, который Дональд Трамп уже ввел? В Еврокомиссии говорят, что Вашингтон должен разработать специальные квоты. В их пределах пошлины на алюминий и сталь будут снижены, а тарифом в 50% будет облагаться все, что выше установленной нормы. Однако в Вашингтоне это не подтверждают и заявляют, что секторальные пошлины на алюминий и сталь останутся прежними. Неясно и что будет с пошлинами на европейское шампанское и вина. В Еврокомиссии рассчитывали, что они будут освобождены от тарифов, однако переговоры об этом все еще идут. В целом, говорят в Брюсселе, еще предстоит согласовать множество деталей и аккуратно добавляют: главное, чтобы Белый дом выполнил те договоренности, которые уже были достигнуты. То есть, чтобы на европейские товары с 1 августа были введены тарифы в 15%, не больше. Впрочем, опасения, что в последний момент Трамп вновь может изменить свое мнение, все же витают в воздухе. Так, Брюссель пока окончательно не отказался от плана ответных мер, который намеревался ввести в случае, если с 1 августа Трамп все же введет обещанные 30% пошлины. На вопрос о том, что с этим планом, в Еврокомиссии дали понять, что хотя сделка и достигнута, полностью откладывать его не спешат. Все же глава Белого дома очень непредсказуем.
Фаворит нью-йоркских либералов на выборах в мэры, социалист Захран Мамдани, удивил нью-йоркцев роскошной трехдневной свадьбой в родной Уганде. Она проходила в одном из престижных и хорошо охраняемых районов Кампалы, и это вызвало бурную реакцию в американской прессе. Мамдани, которого оппоненты называют радикальным социалистом, позиционирует себя как сторонник социальных программ для малоимущих и открыто критиковал миллиардеров, давая понять, что чрезмерное богатство, особенно на фоне значительной бедности, является признаком несовершенства системы. Но роскошная свадьба, похоже, не отразилась значительно на его популярности. Социалист-мусульманин по-прежнему лидирует по социологическим опросам. В чем его секрет и чем можно объяснить его феномен? С этим вопросом мы обратились к политологу и автору телеграм-канала One Big Union Яну Веселову. Ян, скажите, как можно объяснить феномен Мамдани? За счет чего он так быстро смог набрать популярность и кто его основная аудитория и электорат? Победа Захрана Мамдани на праймериз Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка действительно стала такой политической сенсацией, потому что все опросы показывали, что победить должен был бывший губернатор штата Эндрю Куомо, но в итоге победил Мамдани, причем с таким достаточно приличным отрывом, из-за чего сейчас все думают о том, как же так все-таки получилось. Мне кажется, здесь есть два важных фактора. Во-первых, это сама избирательная кампания. Бывший губернатор Куомо вел кампанию достаточно плохую, мало проводил мероприятий, мало отвечал на вопросы журналистов, потому что многие его спрашивали о его многочисленных скандалах, а Мамдани был невероятно активен. Причем активен как в онлайне, я думаю, все видели его агитационные ролики в ТикТоке, в Инстаграме, и был очень активен очно, проводил очень много мероприятий на улицах Нью-Йорка с другими различными группами. И это привлекло многих нью-йоркцев, позволило ему достаточно быстро повысить свою узнаваемость. О нем мало кто знал до того, как он начал свою избирательную кампанию. Он депутат местного законодательного собрания, но не очень известен не то что в стране, но даже в самом Нью-Йорке. Мамдани очень много говорил о проблеме недоступности транспорта, жилья, товаров первой необходимости и проблеме того, что цены на все очень высокие, и для нью-йоркцев это стало именно самым актуальным вопросом. Если мы посмотрим на данные опросов, среди тех, кто голосовал за Мамдани, 80% указывают главной причиной поддержки именно его агитацию в вопросах недоступности жилья и других различных товаров. Почему Мамдани спорная фигура и для многих либералов? Что в нем их настораживает? Возможно, позиция по Израилю и Палестине, его слишком радикальные, как считают многие, предложения инициативы или что-то еще? Мамдани очень активно критикуют консерваторы и республиканцы, что, в общем-то, неудивительно, хотя стоит отметить, что некоторые из этих атак носили такой ярый исламофобский характер. Что более интересно, не все демократы поддерживают Мамдани, например, лидеры демократической фракции в Конгрессе Чак Шумер и Хаким Джеффрис, оба представляют там штат Нью-Йорк, они до сих пор не поддержали официальную кандидатуру Мамдани. Некоторые это связывают с тем, что Мамдани очень активно критикует Израиль в контексте войны в Газе и поддерживает Палестину. Многие считают, что это проявление антисемитизма. Например, Мамдани в свое время не стал осуждать фразу «глобализуй интифаду», хотя позже все-таки эту фразу осудил. Другие, наоборот, считают, что эта позиция во многом отражает то, как себя чувствуют сейчас многие избиратели-демократы в стране. И нужно отметить, что в том же Нью-Йорке, согласно недавнему опросу, 43% избирателей евреев готовы голосовать за Мамдани, в отличие от других кандидатов, что более интересно, среди избирателей еврейского происхождения в возрасте от 18 до 44 лет Мамдани поддерживает аж 67%. То есть это тоже здесь, наверное, важно отметить. Еще один пункт критики в том, что программа у Мамдани слишком радикальная, слишком популистская и нереализуемая, и действительно для реализации его программы потребуется повышение налогов, для этого ему потребуется согласие властей штата, на что они, похоже, пока еще не готовы, но при этом, опять же, стоит отметить, что многие из пунктов его программы, вроде временной заморозки роста цен на аренду или создания маршрутов бесплатных автобусов, все это в Нью-Йорке уже делалось, и все это потенциально реализуемо. Но вот Мамдани, он во многом отражает
такое новое направление в демократической партии, более левое, более радикальное, более популистское и непримиримое. Мейнстриму демократической партии это сейчас очень не нравится, потому что, наверное, представляет своеобразную угрозу доминированию вот такого старого курса демократической партии. На этой неделе он был под огнем критики. Пышная свадьба в одном из престижных районов в столице Уганды кандидата-социалиста вызвала недоумение у многих. И об этом писали много в американской прессе. Как это может отразиться на его кампании? Да, Мамдани критиковали в консервативной прессе последние дни из-за его свадьбы в Уганде. Он сам родом оттуда, из этой африканской страны. И свадьба была такая достаточно роскошная. Но Мамдани и не скрывает того, что он не бедный. Его мать известный режиссер, отец университетский профессор, поэтому нельзя назвать его бедным. Сам он об этом говорит так, что да, действительно, у меня нет проблем с деньгами в жизни, никогда их не было, но я хочу, чтобы все остальные американцы и жители Нью-Йорка тоже не имели таких проблем. Кто-то видит в этом какое-то лицемерие, другие, наоборот, считают, что для того, чтобы придерживаться какой-то левой политики, не обязательно самому быть бедным, как церковная мышь, и наоборот, это даже говорит, наверное, о какой-то большей убежденности, когда человек даже не бедный, разделяет левые убеждения, готов поддерживать высокое налогообложение для богатых, как это делает Захран Мамдани. Некоторые популярность Мамдани объясняют протестным голосованием либерального Нью-Йорка в ответ на действия администрации Трампа. Возможно ли, что это действительно фактор, и что популярность Мамдани держится на протестных настроениях либеральной публики? Мне кажется, что фактор Дональда Трампа, безусловно, был важен в этой гонке, ведь Мамдани очень много говорил о том, что он будет критиковать Трампа и его администрации. В отличие от нынешнего мэра города Эрика Адамса, он не собирается сотрудничать с Белым домом в вопросе миграционного законодательства. Но, несмотря на это, все остальные его конкуренты на праймерис тогдашних, они тоже критиковали Трампа, поэтому мне не кажется, что это было самой важной темой для избирателей. Самой важной темой, это показывали многие опросы и в конечном счете результаты голосования, что самым актуальным вопросом для нью-йоркцев была проблема дороговизны товаров, услуг, жилья и других вещей. И Мамдани говорил об этом больше всех. Мне кажется, он посвятил 90% своей агитации, вообще избирательной кампании именно этой теме. И именно благодаря этому нью-йоркцы в итоге решили поддержать именно его. Это были самые главные новости из США за неделю. На этом все на сегодня. Мы будем продолжать следить за новостями и развитием событий в Америке. И если вам интересно, подписывайтесь на наш канал «Радио Вашингтон», подкаст «Американский фокус». До встречи!